Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим такую вещь, как перевод полей. Создадим мы несколько вариантов в базе, допустим, name, оно будет на английском, будет на русском, и попробуем в зависимости от переключенного нам язык вывести соответственное поле. Итак, вот у меня есть шаблон, я его подготовил. Он будет под описанием видео, его можно будет скачать, развернуть и провести с ним урок. Итак, что же у меня есть? Вот у меня главная страница, вот есть раздел предметов, subjects. Вот я на него перехожу. Так, и попробую сейчас переключить язык. Переключаю на русский. Вот, у меня здесь вот перевело, здесь перевело, но здесь не перевело. Так, ну, напоминаю, вот как переводится вот эти вот значения. Я сейчас перехожу в текстовый редактор. Это у нас получается, вот это вот, оно находится в app Blade. Вот. На прошлом уроке, там один из прошлых, я записывал вот данный вот перевод. Он у нас был записан таким образом. Так вот. Далее мы писали, открывали скобки и записывали вот это. То есть это то же самое, ну как бы более красиво и более, ну так, по-моему, чаще используют и так, через собачку, lang, и вот это вот site labels, это у нас файл, который создан в двух версиях, язык локализации, вот site labels, здесь добавлены переводы. Вот у нас subjects на английской версии, также subject и добавлен перевод. И в зависимости от переключаемого языка оно выводит, соответственно, значение по тому языку, на котором оно находится. Ну, это я показал, какие есть варианты. Напомнил, вернее. И теперь, что надо? Вот здесь вот это значение, это subjects. Вот у нас выводятся сабжекты. Тут вот также переводится subject и name en. То есть оно всегда получается, какой бы язык мы ни переключили, оно всегда выводит английский вариант. Теперь перехожу в PHPMyAdmin, subjects. Вот у нас получается есть английский вариант, есть русский. Вот у меня заполнен русский вариант, но он не выводится. Ну, давайте сейчас попробуем это сделать. Для этого переходим subject, PHP. Туда пишем такую вот свойство protected lang fields
И далее открываем массив. Сюда, получается, мы запишем то поле, которое мы будем переводить. В данном случае у меня будет name. Мы сделаем таким образом. Вот это уберем, и чтобы оно сразу нам подобрало нужное значение. В зависимости от выбранного языка. Далее мы пишем такую вот функцию. Get атрибут. Так, давайте здесь сделаем так. И теперь перейдем сюда. Обновляем. И вот оно у меня получается уже подобрало язык. Если я переключу на английский, оно мне вывело английский. Итак, как же это работает? Давайте посмотрим. Ну, сюда вот приходит key. Это получается то поле, которое мы вызвали. В данном случае придет name. Давайте проверим. Вот, пришло name. Далее. Далее, получается, оно ставит дефолтное значение. Это в случае, если вот это вот условие, мы его сейчас разберем, оно не сработает, то оно возвращает дефолтное значение. Что приходит сюда в дефолт? Давайте глянем. Тут приходит пусто. То есть, если такого поля нету, оно ничего не выведет. Вот, ну. Далее, что у нас тут в условии находится? Оно проверяет, если существует вот это вот свойство length fields, и если это свойство, оно является массивом, и если в массиве есть вот это вот key, в данном случае у нас name, то и в случае, если все это условие, оно true, то оно возвращает нам, тут получается модель, далее фигурные скобки key, тут будет у нас name, далее точка, нижнее подчеркивание, и ставит сюда текущую локализацию. Текущая локализация, вот она. Обновляем. Вот у нас в данном случае ru. То есть будет у нас, получается, из модели вытягиваться name ru. Если нет, то ничего. Если такого поля, если такого поля нету, то оно не выведет ничего. И напомню, если это условие не срабатывается, то возвращается null. Обновляю. Ну, если попробовать description вот сейчас записать, такого поля у нас нету. Вот еще загляну в базу, вот нету description. И что сейчас получится?
Обновляем. Вот, получается, данное условие, оно не сработало. А что у нас дефолт? Ну, убираю. Вот, оно ничего не вывело. Ну вот и все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до следующих уроков.